Динамика событий вокруг ядерной программы Ирана в последнее время ускорилась многократно. Подробности преступного нападения Израиля и США на это государство плотно занимают первые полосы всех мировых СМИ, хотя времени прошло уже достаточно. Нетаньяху, который 30 лет без остановок при каждом удобном и неудобном случае вещал о том, как вот-вот, буквально после дождичка в четверг, Иран начнет производство ядерного оружия и все непременно тут же начнет нападать на Израиль, начал с серии диверсий и воздушных атак 13 июня 2025 года. При этом Нетаньяху и поддерживающие его агрессию политики разных стран многократно заявляли и продолжают заявлять о том, что якобы уничтожение Израиля – цель, заложенная в Конституцию Исламской Республики, тем самым завершая комплект вранья и клеветы в адрес Ирана. В преамбуле Конституции Ирана, принятой в 1979 году, единственные поправки были внесены в 1989, есть осуждение сионизма как формы угнетения и слова поддержки борьбы палестинцев. Есть статья 3, пункт 16. Иран обязан на государственном уровне поддерживать борьбу угнетенных против угнетателей. Есть статья 152. Иран провозглашает поддержку права любого народа на сопротивление против империализма. Слово «Израиль» отсутствует. Слово «уничтожить» отсутствует. Напомню слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, произнесенные 18 июня сего года. Чтобы заявить об активной программе по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таковых мы не видели. Нет никаких доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия. Диагноз прост. Вся аргументация тех, кто оправдывает агрессию Израиля против Ирана, это тряска знаменитой пробиркой Пауэлла, не более того. Вот на этом о текущей обстановке и закончим, поскольку все комментарии к новостям от нашего проекта там, где им и положено быть, на канале «Геоэнергетика.Инфо». На этом канале подход немножко другой. Анализируем спокойно, без гонки за сенсациями. Попробуем основательно, с пониманием физики и общей канвы исторических событий, разобраться, по каким причинам три государства – Индия, Пакистан и Израиль – отказываются подписывать договор о нераспространении ядерного оружия. Корейская Народная Демократическая Республика официально из него вышла в 2006 году. А Иран отнесен к пороговым государствам. Термин этот «пороговое государство» не сейчас появился. Просто сейчас почему-то забывают, что появился он в связи с действиями Японии. Термин размытый. Но если в общих чертах, государство имеет все необходимые ресурсы и обладает всеми технологиями, позволяющими перейти к практическому созданию ядерных боезарядов по одному из двух маршрутов или по обоим сразу – по урановому и по плутониевому. На всякий случай напомню, что для создания урановой атомной бомбы требуется обогащение природной руды урана по делящемуся изотопу уран-235 до 90-93%. Плутониевый боезаряд должен содержать около 90% изотопа плутония-239. И, пожалуй, пару чисел, просто для справки. Для производства 1 кг урана с обогащением 93% требуется 180 кг природной руды. Для изготовления стандартного боезаряда весом 15 кг – 2,7 тонны руды. Если тема немирной стороны атомного проекта интересна, буду только рад прочитать об этом в комментариях и обязательно откликнусь. И да, для термоядерных боезарядов необходимы и уран-235, и плутоний, поэтому для их создания требуются обе технологии – и урановая, и плутониевая. Ну и поскольку мы ведь с вами никуда не торопимся, предлагаю без суеты рассмотреть вопрос, проблему, которая нечасто попадается на глаза. Откатываемся в 40-е годы минувшего века, в самые первые годы атомного проекта. Вопрос на элементарную логику. Стимулом для создания Манхэттенского проекта был страх перед гитлеровским режимом. И что уж там скрывать, перед группой физиков под руководством живого классика атомной, ядерной и квантовой физики Вернера Гейзенберга. Не будем гадать, что знала или не знала американская разведка. Физики-ядерщики, бежавшие в Штаты из европейских стран именно из нацистского режима, точно знали, что бояться Гитлера с атомной бомбой в руках нужно. А потому нужно торопиться с созданием противовеса своего атомного оружия. И они действительно торопились. Не менее стремительный ответ требовался и от нашего спецкомитета. В нашей стране был необходим контраргумент против всеобщего демократизатора. Вот и вопрос. А у господ и товарищей физиков было тогда время тщательно, скрупулезно взвешивать все радиоактивные риски, возникающие при создании атомного и термоядерного оружия? Ответ очевиден – нет. Не было ни времени, ни жестких требований от кого бы то ни было. Требований не было, поскольку опасность радиации еще только предстояло оценить, еще только предстояло наработать необходимый багаж знаний. Но в этом году нашему отечественному атомному проекту вот уже 80 лет.
Американскому атомному проекту стало быть 83 года. Теперь мы точно знаем, куда как больше. Потому я предлагаю хотя бы оценочно взглянуть, с чем живет планета со времен ядерной гонки вооружений. Не для того, чтобы испугаться и начать орать долой атомную энергетику и атомную индустрию, а чтобы оценить, велики ли накопленные риски, хватает ли нам технологий для того, чтобы их нейтрализовать. Разумеется, не все и не сразу. Сильно подозреваю, что далеко не у все из вас, уважаемые зрители и слушатели, глубоко в теме, у вас ведь и других забот, хлопот по жизни хватает. Но есть два момента, которые мне представляются важными, значимыми. Технологии создания атомного оружия практически перестали быть секретными. А современная международная обстановка такова, что тянуться к этим технологиям просто стимулирует. Грубо, на пальцах, что у нас на глазах только что произошло на Ближнем Востоке. Два государства, обладающие ядерным оружием, Израиль и США, напали на страну, у которой ядерного оружия заведомо нет, на Иран. Да, Штаты и Израиль не рискнули на проведение сухопутной операции. Свою кровь проливать не хочется, а подходящей Украины в регионе как-то не нашлось. Но вот теперь, по окончании острой фазы конфликта, руководству Ирана точно есть к чему присмотреться. На слуху почему-то Северная Корея, экономика которой практически полностью изолирована от международных рынков. Причин для этого было много, но ее ядерная программа – одна из самых существенных. Уран-графитовые промышленные реакторы, их собственная конструкция, слухи о помощи Китая не доказаны, размещенные в угольных шахтах и в горных склонах, многие годы упорной работы и в 2006 году официальный выход из договора о нераспространении ядерного оружия. На момент этого выхода у КНДР, по мнению экспертов, уже имелись 20-30 ядерных боеголовок. Можно как угодно относиться к идеям Чучхе, но сравните полученный результат. Как-то вот нет желающих попробовать повоевать с Северной Кореей, посягнуть на ее суверенитет, не так ли? Но это ведь только один из имеющихся вариантов. Именно из имеющихся, а не всего лишь возможных. На контрасте Индия, которая договор о нераспространении вообще не подписывала, и, по мнению экспертов, держит на руках от 200 до 300 ядерных боезарядов. Никакой изоляции, никаких рестрикций или настоящих санкций от Совбеза ООН, не так ли? Сотрудничает со всеми, с кем ей выгодно. Темп роста ВВП выше, чем у Китая, разве что эффект старта с низкой позиции сказывается. Почему? А просто всем выгодно зажмуриться на военную ядерную программу Индии. Россия ее тоже в упор не видит, к примеру сказать, как не видят ее и Штаты. Общий лозунг «Ядерная военная программа – личное дело Индии». В этой сфере мы с ними не работаем, а во всех остальных отраслях экономики у нас взаимовыгодное сотрудничество. Ирану есть над чем подумать, что оценивать и что планировать. А уж каким будет его выбор, это его дело, решать только ему. Но это ведь нисколько не мешает нам с вами понимать, насколько реально для него путь-дорога к ядерному оружию. Потому и про военную сторону атомного проекта кое-что припомнить лишним не будет. Наработка атомных боезарядов в Штатах и в СССР шла по двум, так скажем, каналам за счет оружейного плутония-239 и урана оружейной частоты, то есть с содержанием делящегося изотопа уран-235 не менее 90%. Но американские экспериментаторы, сжегшие сотни тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки, на практике убедились, что плутоний в качестве начинки атомных бомб куда выгоднее уран-235. Потому в первую очередь сосредоточились именно на наработке плутония-239. Я так настойчиво повторяю, что речь идет именно о плутонии-239 по той причине, что одновременно с этим изотопом в активных зонах реакторов образуется еще и изотоп плутония-240, накопление которого превращает плутоний из сырья для ядерных боезарядов в высокоактивные отходы. На всякий случай напомню, как из основного изотопа урана, урана-238, в активной зоне реактора получают плутоний-239. Сначала ядро урана-238 должно поймать свободный нейтрон. Это не самая большая вероятность, но и отнюдь не нулевая. Лишний нейтрон в ядре превращает уран-238 в уран-239, который совершенно нестабилен. За 23,5 минуты половина урана-239 за счет бета-минус распада превращается в нептуний-239. Нептуний-239 тоже нестабилен, тоже бета-минус радиоактивен, только период полураспада куда как больше – 2,36 суток. И вот этот распад и приводит к образованию плутония-239. Весь произнесенный мною текст уверенно записывается в 3 строки. Но это далеко не все, что в активной зоне реактора происходит. Военным что требуется? Получение как можно большего количества плутония-239. А для этого нужно, чтобы распалось как можно больше нептуния-239. Просто в качестве примера.
Предполагаем, что в результате ловли свободных нейтронов в реакторе образовался 1 килограмм нептуния-239. Через 2,36 суток его осталось уже полкило. Вторая половина килограмма благополучно превратилась в плутоний-239. Что, извлекаем топливо из активной зоны, приступаем к химическим процедурам по выделению плутония-239? Нерационально. Эдак у нас вторая половина килограмма нептуния-239 пропадет. Ждем еще 2,36 суток, за которые в плутоний-239 перейдут еще 250 грамм нептуния-239. Идея, надеюсь, понятна, продолжать не буду. Оптимально выдержать 5 периодов полураспада, 11,8 суток. Тогда в дело пойдет уже 968,75 граммов нептуния-239. И все бы ничего, но законы физики неумолимы. Не запрещен захват свободного нейтрона ядром плутония-239, в результате чего образуется уже плутоний-240. Все процессы в активной зоне реактора происходят одновременно. Ядра урана-238 ловят свободные нейтроны, превращаясь в уран-239. Ядра урана-239 испытывают бета-распад, превращаясь в нептуний-239. Ядра нептуния-239 тоже в это время распадаются с образованием плутония-239, часть ядер которого начинает поглощать свободные нейтроны, превращаясь в плутоний-240. Конечно, это я тут скороговоркой все выстрелил. Физикам-ядерщикам приходится тщательно рассчитывать каждый из этих процессов, при этом учитывая, что все эти реакции происходят с той или иной вероятностью, которая никогда единице не равна. Почему приходится столь трепетно относиться к появлению плутония-240? С точки зрения военных, это подонок, однозначно. Он не просто нестабилен, он обладает способностью к спонтанному делению и с удовольствием ею пользуется. Ядро у него большое, 94 протона, 146 нейтронов. Электромагнитная сила отталкивания между электрически одноименно заряженными протонами с трудом, в буквальном смысле слова с натяжкой, уравновешиваются притяжением сильного взаимодействия. Равновесие настолько хрупкое, что время от времени ядро в буквальном смысле слова разваливается на части, да еще и с выделением большого числа свободных нейтронов. Эти нейтроны в ядерном боезаряде запускают цепную реакцию деления плутония-239 раньше расчетного времени, в результате чего мощность взрыва снижается кратно. Классический пример. В 2006 году в Северной Корее провели испытательный ядерный взрыв, расчетная мощность которого должна была составить 15 килотонн тротилового эквивалента. Но по факту мощность оказалась всего 1 килотонна. При изучении причины произошедшего выяснилось, что в этом боезаряде содержание плутония-240 составляло около 20%. В результате что-то вроде большой дымовой шашки вместо приличной атомной бомбы. Теоретики Манхэттенского проекта рассчитали, экспериментаторы КНДР доказали, если плутоний-240 в ядерном боезаряде больше 7%, расчетная мощность взрыва уменьшается неизбежно. Предельно допустимое содержание плутония-240 не более 9%. Или тоже, но другими словами, частота оружейного плутония-239 должна быть не ниже 90%. Кроме проблемы с лишними и внезапными свободными нейтронами, плутоний-240 дает еще один ненужный эффект – нагрев боезаряда. При спонтанном делении ядра плутония-240 осколки несут на себе изрядный запас кинетической энергии, переходящей в тепловую. И из-за этого для того, чтобы избежать деформации корпуса ядерного боезаряда, его приходится охлаждать. Замечательный, в общем, результат. Боеголовку храним в холодильнике, а взорвется она или пшикнет, да кто ж его знает. Нет, нам такой футбол не нужен, в один голос заявили специалисты Манхэттенского проекта и нашего спецкомитета. И, схватив арифмометры и логарифмические линейки, с головой ушли в расчеты вероятности вот всего этого ужаса, о котором я только что рассказал. Распады ядер урана-235, поглощение свободных нейтронов ураном-238, радиоактивные распады урана-239, нептуния-239, поглощение нейтронов плутонием-239. В те бы времена, до нашего с вами смартофона, а то ведь нет, на листочках в клеточку столбиком. Но ведь справились. Было бы желание и голова на плечах. В американских промышленных уран-графитовых реакторах Хэнфорд и в наших таких же серии АВ и АДЭ урановое топливо из активной зоны извлекалось на 35-е сутки. Оптимальный срок, поскольку через 30 суток нарабатывалось около 93% плутония-239 и накапливалось около 6% плутония-240. Через 40 суток 88% плутония-239 и уже 11% плутония-240. Северные корейцы в своем урано-графитовом реакторе в Йонбёне просто передержали уран в активной зоне. Вместо 35 суток почти 90 дней. А уже через 60 суток на 80% плутония-239 приходится 18% плутония-240.
И да, вся эта история с передержкой урана в уран-графитовых реакторах не касается Ирана, но касается Индии и Пакистана. И, конечно же, невероятно миролюбивого, вечно страдающего из-за агрессивных соседей Израиля. Да, раз уж речь зашла о соотношении плутония-239 и плутония-240, нельзя не назвать главную причину того, что атом может быть мирным. Почему современные атомные реакторы не дают возможности накопления делящихся материалов для создания ядерных боезарядов? В активных зонах легководных реакторов ядерное топливо находится от 3 до 5 лет. Мы выжигаем весь уран-235, вырабатывая электроэнергию и тем самым зарабатывая деньги. В результате в облученном ядерном топливе плутония-239 остается от 50 до 60%, а плутония-240 от 20 до 30%. Никаких вариантов. Плутониевый боезаряд создать невозможно из-за фундаментальных физических законов. На профессиональном сленге плутоний в облученном ядерном топливе легководных реакторов для краткости так и именуют – энергетический плутоний, чем подчеркивает его непригодность для военных программ. МОКС топлива, то есть создаваемое из смеси оксидов урана и плутония, в активных зонах реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, остановленный в Казахстане БН-350, действующие БН-600 и БН-800, строящиеся в Китае CFR-600, некогда работавший во Франции «Феникс» и недостроенный «Суперфеникс». Находятся те же 3-5 лет. В облученном топливе накапливается около 70% плутония-239 и более 20% плутония-240. То есть и в этом случае имеем энергетический плутоний, непригодный для создания ядерных боезарядов. В соответствии с 33-кратными расчетами, такая же ситуация будет и со СНУП-топливом в реакторе Брест-300. Снова будет получен энергетический плутоний. Несмотря на всю критику программы быстрых реакторов, которые все так же активно выплескивают на голову доверчивых слушателей противники развития этой ветки атомных реакторов, физика на стороне здравого смысла. По этой причине, между прочим, Штаты намеревались с чистой совестью строить АЭС по своим технологиям в Индии. Другое дело, что построить так не смогли. Да, Индия не подписала договор о нераспространении. У нее есть ядерное оружие, но наличие энергетических атомных реакторов никакого отношения к военной ядерной программе этой страны не имеет. По этой же причине Китай уже построил и продолжает строить атомные электростанции в Пакистане. По этой же причине Израиль со Штатами, учиняя бомбардировку ядерных объектов Ирана, в сторону атомной электростанции Бушер даже не смотрели. Это не лицемерие, не некие политические симпатии и антипатии. Это просто физика. И это же причина, основа того, что Росатом развивает технологии реакторов на быстрых нейтронах как с натриевым, так и со свинцовым теплоносителем с уверенностью в том, что экспортная составляющая у этих проектов будет. И по тому же пути уже двигается Китай и Индия. Так что все тут в полном порядке. Атомная энергетика отдельно, военная ядерная программа отдельно. И вот теперь несколько слов о части накопленных радиоактивных рисков, с которыми мы теперь вынуждены жить и думать, какие технологии требуются для их надежного купирования. Сегодня о реакторном графите, который использовался в промышленных реакторах-наработчиках, а также в энергетических реакторах серии РБМК и ЭПГ у нас и на энергетических реакторах серии Магнекс и АГР в Англии, а также в ряде исследовательских реакторах у нас и за рубежом. Я помню о том, что до России практически никому из вас, уважаемые зрители и слушатели, особого дела нет, но на всякий случай напомню, что в СССР и даже чуточку современной России работало 13 промышленных уран-графитовых реакторов. Они же реакторы-наработчики, иногда их называют и так. 5 в нашем Озерске на производственном объединении «Маяк» реакторы А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3. 5 в нынешнем Северске на Сибирском химическом комбинате реакторы И-1, ИИ-1, АДЭ-3, АДЭ-4 и АДЭ-5. 3 в нынешнем Железногорске на горно-химическом комбинате АД, АДЭ-1 и АДЭ-2. В Штатах для производства оружейного плутония-239 были созданы и работали 9 промышленных уран-графитовых реакторов. Хэнфорд-Сайт, штат Вашингтон, реакторы Б, Д, Ф, H, ДР, С, КW, КЕ и Н. 9 штук на одной площадке. Еще 14 промышленных уран-графитовых реакторов трудились в Англии, хотя тут куда сложнее. Windscale Pile номер 1 и 2, графство Камбрия, первенцы английской ядерной военной программы, были запущены в 1951 году, но в 1957 году на первом произошел серьезный пожар с выбросом радиации, после чего оба были остановлены.
Да, я об этом сейчас специально, а то уж очень любят нас носом тыкать в аварию в Озерске. Она там произошла тоже в 1957 году, практически синхронно с английским ядерным пожаром. Да, для Южного Урала авария была настоящей трагедией. Но вот такие были времена, такая вот была цена за получение новых знаний. А вот все следующие промышленные уран-графитовые реакторы в Англии были двойного назначения. Одновременно с наработкой плутония производили электроэнергию. 4 штуки на Колдер-Холл, графство Селлафилд, 4 штуки в Чапел-Кросс, Шотландия, и еще по 2 штуки в Уолтбери и в Беркли. Потому вы уж извините, но родина бородатого анекдота «подкинь урана в реактор, а то холодно» не Россия, а Великая, понимаешь, Британия. Во Франции уран-графитовых реакторов было меньше. Она достаточно быстро сделала ставку на тяжеловодные промышленные реакторы. Но первые военные реакторы-наработчики были именно уран-графитовыми. В 50-е годы прошлого века на юге этой страны, в Маркуле, друг за другом приступили к работе реакторы G1, G2 и G3. Парочкой промышленных уран-графитовых реакторов успел отметиться и Китай. Именно отметиться. Эта страна, конечно, изо всех сил старается соответствовать принципам открытости и прозрачности, но вот как-то не всегда получается. В результате нам точно известно, что во второй половине 60-х в Цзюцюане был введен в эксплуатацию реактор 801, а в 1970 году в Гуаньюане реактор 821. Оба были выведены из эксплуатации к началу 90-х, и с той поры новые ядерные боезаряды, а Китай, напомню, никаких соглашений о наступательных вооружениях никогда не подписывал, здесь появляются то ли методом почкования, то ли из земли растут. Ноль информации. На военных реакторах останавливаются отдельно, поскольку с точки зрения накопленных радиоактивных проблем они вне конкуренции. Спешка из-за военно-политических аспектов, отсутствие глубоких знаний и навыков. Здесь рвались твеллы, убегала радиоактивная вода, возникали проблемы с облученным топливом, но и нарабатывался опыт энергетического использования урана. Англия пошла по этому пути первой, но Советский Союз остался совсем немного. Были в биографии нашего атомного проекта и Сибирская АЭС с реакторами двойного назначения в Северске и в Железногорске. Причем в Железногорске работала первая и пока что последняя на планете подземная АЭС. Пожалуй, не удержусь сегодня, пару слов об этом скажу. Вам-то скучно, а мне приятно. Но для начала давайте разберемся с реакторным графитом. В прошлый раз я уже демонстрировал самую общую схему уран-графитового реактора, но предлагаю еще раз взглянуть на нее, чтобы вместе поразмышлять, что происходит с графитом за время эксплуатации реактора. Потоку нейтронов ведь не прикажешь действовать исключительно на урановое топливо. Этот поток более-менее равномерно распространяется во все стороны. Так что часть его идет на графит, это понятно. Но на схеме видно, что конструкция активной зоны содержит много разного. Графит, конечно, стараются получить максимально чистым, но идеал ведь называют идеалом, потому что его достичь невозможно. Открытые данные по конкретным реакторным маркам графита я сумел найти только 2. Про нашинский графит GL220 и про французский графит CSF. Основные примеси, содержащиеся в них – кальций, железо, кремний, алюминий. Средние концентрации примеси – хлор, азот, бор, кобальт и микроэлементы – ванадий, натрий, марганец, литий и сера. С учетом плотности потока нейтронов, даже самые минимальные вероятности ядерных трансмутаций реализуются. В результате постепенно накапливаются радиоактивные изотопы, некоторые из которых высокоактивны, некоторые менее активны, а периоды полураспадов могут варьироваться от часов до сотен тысяч лет. Что мы еще на схеме реактора видим? Стальные трубы, причем много труб. Все эти трубы во время работы реактора взаимодействуют с водой, поэтому никаких вариантов. Речь идет о нержавеющей стали. А это железо, никель и марганец. И ядра этих химических элементов тоже находятся под воздействием потока свободных нейтронов. В активной зоне реактора находятся, в числе прочего, измерительные приборы с их термопарами, для которых используются вольфрам и серебро, подшипники всевозможных насосов. Они содержат сурьму. В уран-графитовых реакторах имеется отражатель, экран, материал которого загоняет пытающиеся убежать прочь свободные нейтроны обратно в активную зону. В ряде случаев для этого использовался бериллий, который тоже имеет радиоактивный изотоп бериллий-7. Воду, используемую для снятия температуры ядерного топлива, тоже невозможно довести до стопроцентной чистоты. Небольшие, в пределах 1% примеси всегда имеются. В том числе натрий с его нехорошим изотопом натрий-24. Трубки, в которых находятся урановые блоки, изготавливаются из циркон-необиевых сплавов, а у циркония тоже есть радиоактивный изотоп цирконий-95.
У необия изотоп необий-95. Список потенциальной радиоактивной опасности становится кратно большим, если имели место механические повреждения топлива. Это гарантирует появление рутения-103, криптона-85, плутония-239, америция-244, не говоря уж о минорных актиноидах. Промышленные уран-графитовые реакторы остановлены всюду. Россия и Штаты подписали соответствующие соглашения. Китай, Англия и Франция перешли к созданию термоядерного оружия. Весь парк уран-графитовых реакторов, не так уж давно выглядевший весьма внушительно, замер. Напомню в штуках. 10 в Штатах, 13 в России, 14 в Англии, 3 во Франции и 2 в Китае. Но эти реакторы только замерли, а не умерли. Для того, чтобы похоронить и розами засыпать, предстоит огромный пласт работы. Для того, чтобы проводить демонтаж военных уран-графитовых реакторов, на вооружении имеется несколько вариантов. Главный очевиден. После выгрузки облученного топлива из активной зоны обеспечить отсутствие людей, как и любой другой живности. Запереть, закрыть, заколотить дверь досками, но предварительно внутри разместить датчики и для большей уверенности заполнить все помещения инертным газом. Чаще всего используется аргон. Поддерживать нормальные условия температуры и влажности и просто ждать. Месяц ожидания гарантирует исчезновение радиоактивных рисков из-за короткоживущих радиоактивных изотопов. Самых активных, самых опасных. Месяц и излучение аргона-41, хлора-38, натрия-24, марганца-56, вольфрама-187 исчезают полностью. Активность йода-131 снижается до 0,1% от исходной. Но это вовсе не значит, что можно приступать к демонтажу. Начинать приходится с тщательного обследования всех помещений, с поиска всех возможных утечек радиоактивных веществ во время эксплуатации реактора. Полный спецкостюм класса С, респиратор класса FFP3 или выше, перчатки из свинцовой резины, дозиметры и радиометры. Так выглядит подготовка к предстоящей работе, если вкратце. Требуется эта подготовка только для одного – оценить, что можно будет делать без радиоактивных рисков через 10 лет. За эти 10 лет бета- и гамма-активность цезия-134 упадет до 3% от исходной, бета- и гамма-активность европия-154 до 30%, и бета-гамма-активность кобальта-60 до 25%. Это дает возможность приступить к демонтажу всех металлических конструкций без использования средств спецзащиты, но с гидроабразивной обработкой, чтобы ни в коем случае не было пыли. Это я намекаю, что металл можно демонтировать и раньше, но тогда спецзащита и ограничения по времени пребывания персонала строго обязательны. Ну и, конечно, основная причина, по которой я стараюсь отдельно оценивать именно промышленные, военные, плутониевые, уран-графитовые реакторы. Здесь нарабатывался плутоний, потому любые случаи разгерметизации твелов – неизбежные риски накопления плутония в теплоносительных каналах, в трубопроводах, в днище реактора, на сварных швах и в любых местах коррозии. Радиоактивность изотопов плутония и продуктов их распада не снижается тысячелетиями. Потому, если утечки выявлены, работать придется в защитном костюме, в респираторе, с применением легкой 2,5-мм свинцовой защиты и с пылеподавлением. И такие риски есть. Именно по той причине, что при создании и эксплуатации первых промышленных реакторов не хватало знаний и навыков, зато присутствовала спешка из-за ядерной гонки. И тем серьезнее результат, который наши российские атомщики сумели получить в Северске, но об этом чуть позже. Отметим только, что радиоактивных опасностей, имеющих место быть в случае энергетических уран-графитовых реакторов, которые работали в Англии, работали и работают в России, меньше, чем в случае уран-графитовых промышленных наработчиков плутония. К энергетическим проектам приступали уже с серьезным практическим опытом. В энергетических реакторах значительно глубже выгорание урана-235, потому и объемов плутония в облученном топливе меньше. Ну и в этом случае остается важнейшая проблема, которую практически до конца никто на планете не решил. Долгоживущие радиоактивные изотопы, образующиеся в самом графите. Графит, как химический элемент, это до боли всем нам знакомый углерод, основной изотоп которого, углерод-12, исключительно стабилен. Никакой радиоактивности не имеется от слова «вообще». Но в реакторе он годами подвергается атакам потока свободных нейтронов, и реакция, имеющая малую вероятность, все равно происходит. Ядро углерода-12 способно принимать и принимает в свой состав нейтрон, тем самым превращаясь в изотоп урана углерода-13. Но это еще не опасно, поскольку и углерод-13 является стабильным. А вот еще один нейтрон внутри ядра – это уже изотоп углерод-14. А вот он бета-радиоактивен и имеет период полураспада 5730 лет.
Марки реакторного графита я уже называл. Точно известно про советскую ГЛ-220 и про французскую CSF. Та и другая допускают небольшие примеси хлора и кальция. Поток свободных нейтронов действует и на эти примеси. С постепенным накоплением радиоактивных изотопов кальция-41 и хлора-36 тоже приходится считаться. У кальция-41 период полураспада 99,4 года, но выручает то, что его гамма-радиоактивность имеет невысокий уровень энергии, где-то на уровне мягкого рентгеновского излучения. Хлор-36 радиоактивен сразу по двум каналам. Возможно и гамма-излучение, и бета-излучение, но вероятность именно гамма-излучения невысока. Свинцовых пластин в 1 мм толщиной вполне достаточно. Основная опасность именно бета-излучение хлора-36, поскольку период полураспада у него совсем уж неприличный – 300 тысяч лет. И кроме вот этой сладкой парочки углерода-14 на 5730 лет и хлора-36 на 300 тысяч лет, в промышленных военных реакторах есть еще и риски, связанные с плутонием. Риски малые, маловероятные, но они есть. При разгерметизации твелов охлаждающая вода способна утащить с собой и небольшое количество плутония, которое способно адсорбироваться на поверхности графита, проникать в щели и трещины на этой поверхности, если таковые имеются. В самых первых промышленных реакторах деформации графитовой кладки появлялись, потому что не сразу оценили риски их образования из-за высокой температуры. Рассчитывать скорость потока охлаждающей воды научились быстро, но не сразу. И главный вопрос полного демонтажа графитовой кладки – найти хоть какую-то технологию переработки этого графита, которая исключит риски радиоактивности целиком и полностью. Спешу порадовать. Такую технологию до сих пор так нигде и не разработали. Реакторный графит даже перемещать в хранилище и то непросто, поскольку при любых попытках его распилить он попросту пылит. Пыль чрезвычайно мелкая, чрезвычайно летучая, а химические свойства изотопа углерода-14 ровно такие же, как у основного углерода-12. Он чрезвычайно легко усваивается клетками как растений, так и животных, легко соединяется с кислородом, превращаясь в тот самый углекислый газ, который в этом случае оказывается радиоактивным. А потому уместно, мне кажется, оценить, сколько именно этого самого реакторного облученного графита накопилось на планете на день сегодняшний. И это действительно очень опасный реакторный графит. Военные торопились, потому детальные радиационные карты реакторов велись далеко не всегда. Часть реакторов проектировалась без герметичных оболочек уранового топлива. С материалом твелов далеко не всегда было все благополучно. К примеру, в графите реактора B Хэнфорда, как выяснилось, содержится более 100 килограммов плутония. Английский реактор Винскайл-1 в 1957 году был остановлен из-за аварии. Перегрели графит, закончилось все пожаром, с которым система воздушного охлаждения не справилась. Закончилось значительным выбросом радиоактивных веществ, без человеческих жертв, но с заражением местности на 500 квадратных километров. До 1986 года уран-графитовые энергетические реакторы, как отдельная ветка развития, строились и эксплуатировались не только в СССР, но и в Англии, во Франции, где в общей сложности действовали 20 блоков, оставивших для дальнейшей работы еще около 100 тысяч тонн реакторного графита. В Советском Союзе было построено 15 блоков РБМК-1000 и 2 блока РБМК-1500, Игналинская атомная электростанция, Литовская Советская Социалистическая Республика, в том числе 4 в составе Чернобыльской АЭС. Из них сейчас продолжают работать по 2 блока РБМК-1000 в составе Ленинградской и Курской АЭС, еще 3 в составе Смоленской АЭС. С учетом уран-графитовых энергетических блоков АМБ-1 и АМБ-2 Белоярской АЭС и 4 блоков ИГП-6 Билибинской АЭС, на постсоветском пространстве придется в общей сложности решить проблему 33 тысяч тонн реакторного графита. Остался шлейф и от исследовательских реакторов. Это еще около 4 тысяч тонн графита, так что общий объем по всей планете превышает 200 тысяч тонн. Удивительным образом, но подход к решению проблемы пока везде один и тот же. Назвав ситуацию отложенным демонтажом, никто ничего особо и не делает. Единственное исключение – опытно-демонстрационный центр уран-графитовых реакторов на нашем Северском химическом комбинате в славном городе Северске. Чем дольше длится изоляция остановленных уран-графитовых реакторов, тем ниже остаточный уровень радиоактивности, тем проще будет выходить на финишную прямую. Извлечение облученного ядерного топлива, извлечение всего конструкционного металла осуществлено почти везде, в том числе и в Литве, где это были вынуждены сделать из-за не совсем обычной причины. России точно спешка не нужна.
Атомная энергетика у нас уверенно развивается, что гарантирует наличие специалистов хоть через 100 лет, хоть через 200. В Литве вопрос стоит иначе. Уедут или умрут по возрасту сотрудники Игналинской атомной электростанции, и все. Даже для государственного регулятора специалистов придется собирать по всей планете. Да, закрытие Игналинской атомной электростанции состоялось под серьезным нажимом европейских политиков. Но в Европе есть еще и Евроатом, организация постарше Евросоюза, которая чуть ли не угрозами заставила Еврокомиссию найти финансирование на немедленный демонтаж Игналинской атомной электростанции. С перерывами, с проблемами. Но вопрос с облученным топливом и с конструкционным металлом удалось решить. Но графитовая кладка и тут станет куда как более серьезной проблемой. А у нас на месте реактора ЭИ-2 в Северске зеленеет лужайка. В Железногорске Росатом начинает разработку проекта создания музея единственного в мире подземной атомной электростанции. Больше того, МАГАТЭ, оценив работу северских атомщиков, одно время даже пыталась превратить ОДЦ УГР в международный проект. Да вот политическая обстановка не позволила. Если рассказ о Сибирской АЭС, о работах по окончательному демонтажу уран-графитовых реакторов у нас дома вдруг покажется интересным, пишите в комментариях, с удовольствием продолжу. Сегодняшняя передача получилась, пожалуй, отступлением от главной темы, но мне показалось важным рассказать о проблемах, доставшихся нам в наследство после долгих лет ядерной гонки, и о том, что о необходимости их решения у нас в России не забывают. Темп не назовешь стремительным, но объясняется это скорее не проблемами с финансированием, а осознанием того, что проблемы нужно закрыть навсегда. Хватит уже. Насуетили суеты. Теперь лучше с чувством, с толком и с расстановкой. Ну и заодно хотелось объяснить, по каким таким причинам атомная мировая экспансия, старт которой был дан речью Эйзенхауэра «Атом во имя мира» на базе уран-графитовых реакторов, точно состояться не могла. Передавать технологии уран-графитовых реакторов, сами реакторы, для ведения исследований и экспериментов было точно нельзя. В таком случае ядерное оружие распространялось бы по миру только что не со скоростью степного пожара. Требовалось нечто иное. Безопасное, как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения того, что могло стать результатом исследований и экспериментов. И поиск такого решения шел. Вот об этом точно поговорим, но тоже без спешки. До развеселого 1967 года, когда в Тегеране начали работу сразу 2 американских исследовательских реактора, произошло много всего интересного.